Ребята, привет! Сегодня я захотела с вами поговорить просто по душам. Никогда не снимала такой формат видео разговорный. Хочу попробовать поговорить на тему мотивации. Это очень важно, тем более сейчас, во время карантина, когда у многих накрылся бизнес, работа, многие потеряли деньги, обленились сейчас, потому что по себе я заметила, что я стала какой-то менее продуктивной, чем была, например, ранее. Итак, что же такое вообще мотивация? Мотивация идет от слова мотив, то есть это потребности, желания, побуждения внутри людей. Многим из нас мешает лень. Так как мы находимся дома 24/7, мы все больше времени стали проводить в социальных сетях. И это нас все-таки обленило. То есть вместо того, чтобы встать и что-то делать, многие просто валяются на кровати, спят, едят, смотрят сериалы. Может, там чуть-чуть спортом позанимаются, но на этом вся мотивация заканчивается. Самая большая такая помеха у каждого человека – это наша лень. Мы себя жалеем, мы себя любим. Лучше я посижу на диване, полистаю Инстаграм, и это большая ошибка, потому что идут года, месяца, дни, которые просто ты понимаешь, что ты их больше никогда не вернешь. Так пока не поздно, стоит вообще переключиться, и задуматься вообще, а хочу ли я прожить всю жизнь так, как сейчас? Просто задайте себе такой вопрос. Мне лично помогает. Вообще существует несколько провокаторов лени. Один из них – паблики и группы в социальных сетях. Социальные сети вообще на нас как-никак влияют. Я, например, себя недавно словила на такой мысли, что листаю такой Инстаграм, сижу, смотрю, и я себя просто ловлю на мысли, а я что, хуже? То есть я начинаю себя как-то обесценивать, глядя на эти все идеальные картинки, на эту идеальную жизнь. Я смотрю и реально на автомате просто расстраиваюсь, и мне кажется, что моя жизнь намного хуже, хотя у меня много чего есть. Поэтому социальная сеть вообще это такой маленький паразит. Конечно, сейчас в 21 веке без телефона вряд ли люди проживут. Просто нужно понимать, для чего ты заходишь в этот Инстаграм. Поразвлекаться, окей, но сделай максимум из этого Инстаграма. Подпишись на нужных людей, подпишись на тех людей, которые тебя мотивируют. Правда, совет. Дальше это игры и приложения. Вы вообще думали, сколько времени вы тратите на ту же игру? За это время вы могли поучить английский, сделать какие-то занятия, поучиться чему-то новому или наоборот усовершенствовать свои какие-то уже навыки. Следующее – это общение с людьми, которые тянут вас вниз. Окружайте себя, пожалуйста, людьми, которые вас чему-то могут научить. Окружайте людьми, которые чего-то уже добились в жизни, с которых вы можете взять пример. Пожалуйста, не общайтесь с людьми, которые как-то негативно влияют на вас. Просто пожалуйста. Алкоголь, табак и фастфуд. Я отношусь к тем людям, которые не курят, не пьют и не употребляют фастфуд. Алкоголь тоже имеет пагубное влияние на наш организм, и я думаю, вы тоже об этом знаете. Сигареты вообще это такая штука, с которой очень многие люди просто борются, и очень тяжело, избавиться от такой привычки курить. Но я вам хочу сказать, что это возможно. Возможно взять и бросить. Сконцентрируйтесь на том, что вам действительно хочется. Это первое. Уберите все свои страхи. А может у меня не получится, а может быть оно мне не нужно, а может быть я сделаю что-то не так. Разработайте, пожалуйста, план достижения своей цели. Прям возьмите и пропишите. По маленьким таким деталям. Достигайте, пожалуйста, свои цели с удовольствием. Верим в себя, верим, что все получится,
да, и вообще вот ни капельки не сомневаемся, делаем все, просто все для того, чтобы добиться того, чего вы хотите. Мне помогают фильмы. И эти фильмы я вам сейчас скажу несколько. 5 фильмов. Они действительно поучительные. Я думаю, вам они помогут. Первый фильм – это «127 часов». Это история о парне, альпинисте, который в 2003 году провел в горной расщелине почти 6 дней после того, как его рука оказалась зажата камнем. И перед тем, как отправиться в свое путешествие, он не сказал никому, куда он идет, никому. То есть помощи ждать было не от кого. Я очень советую посмотреть этот фильм. Второй фильм – это «Лев». Мальчика из индейской деревни, который потерялся. Он попал потом в интернат, был усыновлен австралийской семьей. И потом, когда он вырос, он смог найти свою деревню по Google карте. Следующий фильм – это «По соображениям совести». Мне просто хочется поставить за этот фильм 10 из 10. Это тоже история о парне. Он победил во Второй мировой войне, не взяв в свои руки оружие, потому что ему не позволяла религия взять в руки оружие. Это был для него грех. Но он все равно воевал, он помогал остальным ребятам выбираться, он помогал всем, чем мог. Следующий фильм называется «Серфер души». История про девочку, которая с раннего возраста увлекалась серфингом, каталась, и в 13 лет на нее напала акула, и ей пришлось бороться с жизнью, она чуть не погибла, но несмотря на это, она продолжила серфить и заниматься своим любимым делом. Последний фильм – это «В диких условиях». О парне, который вырос в обеспеченной семье, имел много достаточно денег, но он отвернулся от этих денег, отдал все свои сбережения, все свои деньги на благотворительность, а сам стал бродягой. На этом подборка фильма заканчивается. 5 советов, как замотивировать себя. Первое. Помните, что жизнь не вечна. Второе. Просто помолчите. Прислушайтесь к своему внутреннему сердцу, к своим желаниям, к своим потребностям. Третье. Совершите какое-то доброе дело. Это всегда вдохновляет. Всегда это... Ты делаешь доброе дело, и у тебя такое внутри приятное ощущение, что ты кому-то помог. Ты сам за себя гордишься. Четвертое. Попробуйте провести несколько дней без интернета и телевизора. И проанализируйте свою жизнь. Пятое. Соперничайте с собой. Я смогу, я сильная, у меня все получится, я в себя верю. И еще по поводу книг, если кто любит почитать, это, например, книга «Курс по личному развитию для умных людей» Стив Павлина. И еще хочу посоветовать вам крутую книгу, она есть также в электронном варианте. Она про 7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности. В этой книге просто вот реально все, что вас замотивирует. Классная книга. Ну что, будем уже заканчивать с вами такое видео. Я очень надеюсь, что я смогла вас мотивировать. Искренне хочу, чтобы у вас все получилось, чтобы вы были классными, крутыми, чтобы все в жизни было классно. Вот. Все, держу за вас кулачки, желаю вам огромной удачи. Смотрите фильмы, читайте книги, мотивируйте себя. Нарисуйте огромный плакат с постером, да, таким мотивирующим. Я верю в вас, и у вас все обязательно получится. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать другие полезные видео. Желаю вам всем там хорошего дня. Увидимся. Пока-пока.